Коллеги, всех приветствую! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня для вас мы приготовили обзор активных, полнодиапазонных, эталонных студийных мониторов Auraton C5A. Приступаем. Вряд ли нужно долго и в красках рассказывать вам про то, для чего нужны подобного рода колонки на студиях звукозаписи. И все же, так называемый sheet-контроль – это то, что позволяет нам четко себе представлять, как будет звучать наш микс на любых звуковоспроизводящих источниках. И все это потому, что в отличие от серьезной контрольной акустики, где мы обращаем внимание на общую детализацию и, скажем, насыщенность по низким и остроту высоких частот, sheet-колонки в первую очередь дают нам четкое представление о среднечастотном диапазоне, где и происходит все то, что имеет огромное значение в музыке: вокал, малый барабан, сольные звуки и так далее. И плюс ко всему, именно этот диапазон важен для тех, кто слушает музыку из телефона, ноутбука и подобных устройств. Стоит отметить, что в качестве sheet-контроля могут использоваться колонки типа кубов, а также мониторы с широким ровным звуком. На многих студиях, кстати, эту миссию выполняют Yamaha HS5 и даже NS10. Плюс частая история – это какие-то музыкальные центры, моноколонки и любая другая бытовая техника. Кстати, не забываем при работе с двумя sheet-мониторами прослушивать результат не только в стереорежиме, но и в моно. Переключаемся на контроллере или, если его нет, ищем кнопочку моно на каком-нибудь плагине типа Stereo Enhancer. Еще один очень важный момент – это то, что пользоваться sheet-контролем настоятельно рекомендуется только в процессе мастеринга. Если вы будете им увлекаться на этапе сведения, то это может вас заставить немыслимое время путешествовать по кругу, постоянно что-то меняя и накручивая. Запомнили это. Ну и еще несколько значимых моментов, которые подчеркивают важность использования подобной акустики. Отсутствие фазоинверторов. То есть никакого искажения низкочастотного отклика мы с вами не получим. Чем, кстати, очень страдают многие мониторы бюджетного класса. Еще, такие колонки запросто решают проблемы использования в асимметричных комнатах. Чего греха таить, работаем мы часто не в идеальных условиях, и проблема мониторинга возникает чуть ли не постоянно. В итоге двигаем туда-сюда, ставим выше-ниже, глушим спереди-сзади. Так вот, колонки с одним динамиком большую часть этих вопросов снимают. Еще плюс, в такой акустике отсутствует кроссовер. Динамик-то всего один. И это исключает ту страшную вещь, когда, например, пересекающиеся частоты двухполосной системы совпадают с вокальным диапазоном, что в итоге приводит к тому, что мы вроде бы трудимся и что-то там улучшаем, а по сути попросту убиваем вокал. И последнее. Эти мониторы не воспроизводят какую-то часть слышимого диапазона, он здесь от 150 до 15 тысяч Гц. И это еще одно в некотором роде преимущество. То есть мы не зацикливаемся на низком басе и блестящем верхе, а все свое внимание концентрируем на более важных музыкальных вещах. Ну и если добавить, что большинство людей все равно не услышат эти самые потери слышимого, то это ли не повод действительно серьезно отнестись к работе над более важным диапазоном? Достаточно лирики, давайте пару слов о характеристиках, после чего отправимся слушать наши кубики. Итак, частоты от 150 до 15 тысяч Гц, выходная мощность усилителя 30 Вт РМС и 36 в пике, размеры каждой колонки 165 на 165 на 200 мм, вес одного экземпляра 3,3 килограмма. Ну и, собственно, размер динамика 5,25 дюйма. Сделаны они из МДФ высокой прочности. Передняя панель съемная, из акустического пеноматериала. Снизу в основании корпуса встроено крепление для установки на микрофонную стойку.
Ну и способы подключения здесь, как видим, все имеющиеся. Балансный XLR и TRS и небалансный RCA. Да, в комплекте с ними идут еще и вот такие мягкие неопреновые подкладки для лучшей акустической изоляции. Все, товарищи, добавлять больше нечего. Слушаем. Side to side, up and down, like you all around. I like you all around, round. I want you close to me, on your feet, never coming down. We're never coming down, down. Got me floating to the ceiling for you. I just can't explain this feeling for you. Got me floating to the ceiling for you. I just can't explain this feeling for you. You've been slowly dancing around my mind all night. The way you move's enchanting, lighting up my eyes. Move me side to side, up and down, like you all around. I like you all around, round. I want you close to me, on your feet, never coming down. We're never coming down, down. Got me floating to the ceiling for you. I just can't explain this feeling for you. Got me floating to the ceiling for you. I just can't explain this feeling for you. I don't see nobody else but you out here. 'Cause everything outside your eyes has disappeared. Move me side to side, up and down, like you all around. I like you all around, round. I want you close to me, on your feet, never coming down. We're never coming down, down. Got me floating to the ceiling for you. I just can't explain this feeling for you. Got me floating to the ceiling for you. I just can't explain this feeling for you. Got me floating to the ceiling for you. I just can't explain this feeling for you. Got me floating to the ceiling for you. I just can't explain this feeling for you. Ну а теперь небольшое резюме. Не качает, правда? Правда. Но, друзья мои, оно и не должно качать. Зато перед нами очень четко открывается картина баланса по громкости того же вокала со всей среднечастотной группой, что не даст нам ни в коем случае сделать где-то какую-то грубую ошибку. То есть, если на подобных кубиках вокальная партия будет читаться слабо, то, добавив все остальные частоты, можно только предполагать, что в итоге сделается с нашим голосом. И то же самое можно отнести ко всем другим инструментам, основная энергия которых прячется именно в диапазоне средних частот. Одним словом, как дополнительный мониторинг, через который вы хотите довести звучание своего трека до практически идеального, эти колонки могут вполне пригодиться. То, что вы услышите здесь, вряд ли сможете услышать на каком-то другом источнике. И единственный вопрос, который повисает в воздухе, это: готовы ли мы отдать за это дополнение к своим основным колонкам что-то в районе 45 тысяч рублей. Слава богу за пару. Друзья, на этом будем заканчивать. Комментируйте, пишите, задавайте вопросы. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на нашем канале. Ага. Прям да. Угу.